Кто-то думает, что баранина это мясо только для азербайджанской, узбекской, для турецкой кухни, не знаю там еще для какой, казахской, киргизской. Нет. Из баранины можно приготовить отличные русские блюда. Например, бараний бок, фаршированный гречкой. В новой версии книги будет много информации о том, как правильно разделывать баранью тушу по частям, о том, какие части и на что лучше годятся. Например, шею я уберу для супов. Можно приготовить шурпу, можно приготовить азербайджанский бозбаш, можно приготовить и вовсе русские щи из бараньей шеи. Пробовали когда-нибудь? Шею сразу в холодильник. Туда же пойдет и рулька, нижняя часть передней ножки. Бараньи ребрышки проходят от хребта и до самой грудинки. Вот грудинку следует тоже отделить. Из нее тоже получатся замечательные супы, замечательные бульоны. Посмотрите, как это делается. Очень просто. Вот здесь, где заканчиваются ребрышки и начинается грудинка, довольно мягкие у молодых барашков хрящи. Их можно прорезать обычным ножом. Чтобы потом топор 2 раза не доставать, я сразу нарублю грудинку на порционные кусочки. Вот это то, что нам пригодится для сегодняшнего блюда. А заднюю четверть, топорик, все, что на бульон, убираем. Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Вот теперь самое время заняться начинкой. Гречкой с грибами. Многие не любят шампиньоны, даже вот такие, так называемые царские. А все потому, что неправильно их готовят. Шампиньоны ни в коем случае нельзя мыть. Они гигроскопичны, они как губка набирают воду. И потом не жарятся. Не жарятся, а превращаются в такую размазню, в какую-то неопрятную кашу. Возьмите чистую влажную тряпочку и протирайте каждый грибочек. И все получится так, как надо. Ну вот и все. Грибы готовы, чеснок подготовлен, болгарский перец, морковка, лук и даже масло. Все наготове. Начинаем готовить вкусную гречневую кашу. Примерно 100 грамм масла на 400-500 грамм сухой гречки. Насыпаем лук. Лук начал золотиться. Пора опускать грибы. Лук еще дожарится вместе с грибами, вместе с морковкой, вместе с чесноком.
Вот он. Пошел вкусный грибной запах. Значит, самое время посолить именно грибы. Если мы хотим выделить вкус какого-то продукта, то именно этот продукт и следует солить. Я думаю, что уйдет примерно половина столовой ложки соли. Чеснок. Можно воткнуть его в будущий плов. Да-да, я не оговорился. Мы фактически готовим некое подобие плова из гречки. Так вот, можно воткнуть его в будущий плов прямо целиком, зубчиками. А можно порезать вот такими кусочками. Так из чеснока больше вкуса и запаха выйдет. Кто готовил узбекский плов с чесноком, те знают, что чеснок после приготовления сбавляет свои обороты по аромату. Остается только его очень приятный вкус, поэтому он не перебьет тонкий аромат грибов. Все будет в порядке, поверьте мне. Самое время опускать морковь. Моркови необходимо время для того, чтобы она стала чуть помягче. Но сегодня не тот случай. Сегодня моркови достаточно просто окунуться в масло. И, наконец, самый главный продукт сегодняшней начинки – прима-балерина сегодняшнего блюда – гречка. Очень важно сделать правильный выбор. Я выбираю гречку алтайскую «Националь». Национальные богатства России. Во-первых, необходимо отмерить точный объем гречки, который мы будем готовить. Вот 1 стакан в самый раз. Посмотрите, какова она. Идеальная. Зернышко к зернышку. И вся очень чистая. Но прежде чем опускать гречку в казан, ее необходимо промыть. Ну и вот, гречка чистенькая. Перемешаем гречку с грибами, морковкой, луком, чесноком. Гречке тоже необходимо слегка обжариться. Еще одно правило кулинарии. Прежде чем заливать воду, либо добавлять следующий продукт, дождитесь запаха от того продукта, который вы опустили только что. Вот гречка начала очень вкусно пахнуть, значит, самое время опускать болгарский перец. Разноцветный, красивый, ароматный и вкусный. Сколько гречки мы отмеряли? Ровно 1 стакан. Значит, воды ровно 2 стакана. Пусть покипит, пусть часть воды выпарится, а часть впитается в гречку. А нам самое время заняться мясом. Вроде бы что с ним заниматься? Прекрасное мясо. Ставь его в духовку, на гриль, на мангал. Получится замечательно. Но мы сегодня сделаем еще интереснее, еще вкуснее. Посмотрите, что я буду делать. Здесь слой мяса на ребрышках не очень толстый. Тем не менее, его можно срезать с ребер. Чтобы случайно не прорезать тонкий слой мяса, острие ножа я упираю в ребра. И слой мяса отделяется довольно легко. Перемешаем и, пожалуй, что можно накрыть крышкой. Все идет как нельзя лучше. Очень красиво, очень аппетитно. Глаза радуются, душа радуется, сердце радуется. Ну хорошо, вот мясо, вот ребра, вот отличный карман, куда поместится с килограмм начинки. Но как это потом все закрыть? Ведь начинка из этого кармана будет высыпаться. Смотрите, смотрите внимательно.
Вот ребра. Между ребрами немного, совсем немного ткани, которую мы обрезаем. Ведущий на собрании говорит: кто за? Бараний бог говорит: я за. Ну хорошо, ребрышки-то мы обнажили. И что дальше? А дальше, сколько ребрышек, столько же необходимо сделать небольших дырочек напротив каждого ребра, по краю мяса. Ну чем же еще заняться, пока гречка готовится? Разве что поработать с наружной части мяса. Вот здесь есть небольшой такой умеренный слой жира. Мы на нем сделаем надсечку. Так и соль, специи в мясо лучше проникнут, так и жира из него больше вытопится. И красивее будет на блюде выглядеть. Ну, посмотрите, разве не красота? Хо-хо, еще какая красота! Однако надо посолить и приправить, чтобы это было не только красиво, но еще и очень вкусно. Ну, все как обычно. Соль, черный перец, зира, кинза. Ну а как же каша? Ох и каша! Ну и каша! Вы посмотрите, какая красавица! Я бы эту кашу так съел. Да чем-то бараний бок надо фаршировать. Выложим кашу на гастроемкость, чтобы она скорее остыла, и чтобы с ней стало удобно работать. Ну, распахнись карман. Ну и начинаем застегивать на ребрышки. Нащупываем пальцем следующее отверстие. Вот оно. Подтягиваем его к ребрышку и надели. Следующее. Это только кажется, что трудно. Сделаешь раз, повторишь во второй раз, а в третий раз будешь готовить такой бок, как мастер. Переворачиваем и укладываем в противень. Посмотрите, какая красота. Ну и что вы думаете? Понести в духовку и запекать? Нет. Еще бумага и фольга. Постоянные зрители нашего канала уже встречались с рецептами, где я использовал бумагу и фольгу. Она работает отлично и в печи, и на мангале, и на гриле. Вот и здесь сегодня, в обычной духовке, этот способ тоже отлично сработает. Вот теперь понесли в духовку. Первый час на 160 градусов, а следующие 2 часа только на 130.
Ну, а как здесь мясо? Как здесь мясо в духовке? Давайте посмотрим, каким оно стало. Осторожно. Струи пара очень горячие, могут обжечь руки. Очень хорошо. Замечательно. Только не хватает лакировки. И чем же нам отлакировать это мясо? Во-первых, вытекшим из барашка соком. Да вы посмотрите, какого он цвета. Этим цветом любоваться можно. Этим цветом художники должны картины писать. Ну а во-вторых, соусом барбекю. Соусом барбекю Махеев для холодных и горячих блюд. Новинка. Попробуйте, и нам будет о чем поговорить. Красота! Был барашек, а стало просто какое-то дорогое ресторанное блюдо. Прямо какая-то утка по-пекински. Ну вот и все. Понеси в духовку. Градусов на 160, на 180. И подождем, пока барашек аппетитно не зарумянится. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Уф. Сейчас я вам покажу. Здесь ребята не готовят еду из пенопласта. Здесь готовят только настоящую еду. Настоящую. Подлинную. Шедевры. Ну как? Супер, Сталик. Погодите, но это же еще не все. А где же гарниры? Вот овощной гарнир, вот булгур, мало ли чего. Вдруг кому-то покажется мало гречневой каши.
А вот картошечка. Ух, какая картошечка. Прям такая Прованс картошка. Да еще и с кетчупом. С кетчупом лечо. Послушайте, дорогие друзья, как готовить такие гарниры, я расскажу вам в следующий раз. Вы не забудьте, сами знаете, что сделать, да? Подписаться надо, колокольчик нажать. Ну что делать с этим мясом? Что, его резать, что ли? Такое красивое? Показывать вам, каким оно получилось? Ладно. Я добрый. Ох, я и добрый. Я вам сейчас все покажу. Вот только подождите. Вот этот взрыв гречневой каши надо как-то пережить. Надо как-то совладать с собой, чтобы не пуститься в пляс от этой красоты. Ух! Каким же получилось само мясо. А вот каким. Вот каким. Леша, иди сюда, идем вместе, покажем, каким получилось мясо. Вот отсюда снимай, чтобы всем было видно. Давайте полюбуемся, как оно буквально отпадает от косточек. Вот смотрите, вот так вот берешь, и все, и оно отпало. Вот оно. Это замечательное мясо. Мне что, попробовать, что ли? Так не поверите? Что это хорошо? Ну ладно, я попробую. Только посмотрите, полюбуйтесь-ка, с него сок бежит. Видали? Видали? Это горячо, это сочно, это нежно. Ну а как каша? О, вот за такую гречневую кашу родину-то обычно и продают. Ладно, ребята, я здесь не один. Операторы, семья требуют праздника. Поэтому я желаю вам от всей души больших успехов в кулинарии и, конечно же, приятного аппетита!